Всем привет! Вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только подробные обзоры и долгие стримы. И сегодня я расскажу вам о смартфоне Redmi Note 13 Pro. В чем здесь плюс? 200 мегапикселей камера, 560 тысяч баллов в Antutu легко, прямые грани, великолепный тач. Помимо этого здесь есть еще мини-джек и капорт, как всегда у Xiaomi. Always on display, как всегда в подобных смартфонах, урезанный. Фронталка на 1080p 60 FPS при видеосъемке и довольно неплохо фотографирует основной модуль. В целом смартфон прям понравился безумно, особенно вспоминая плотность пикселей и яркость. Здесь ее по мне за глаза, учитывая, что это низкий средний бюджет. На вашем месте на него бы посмотрел. Напоминаю, что все исходники фото и видео в моей личной телеге. Сейчас подробно расскажу. Смотрим. Распаковка. Поставляется этот смартфон в минималистичной белой коробке с названием модели и краткими характеристиками. Упаковка стандартная. В комплекте мы имеем ключ для извлечения слота под 2 нано-сим-карты, краткое руководство, силиконовый чехол, сам смартфон с наклеенной защитной пленкой, блок питания на 67 Вт и кабель для зарядки с USB-A на Type-C. Вес смартфона составляет 187 граммов, а габариты 161 на 74 на 8 мм. Притом хочу отметить высокое качество именно защитной пленки заводской. Почему? Потому что я сразу даже ее не рассмотрел. Наклеено максимально аккуратно и по ощущениям алиафобка просто супер. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это, разумеется, 5 Mi Band 8 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылкам в описании. У нас сейчас проходит на Али распродажи, и не только на Али, так что там много всего полезного. Еще на Черную пятницу будет сейл, и смартфоны будем на стриме разыгрывать. В общем, подписывайтесь. Желательно с колоколом. Перейдем же к смартфону. Приобрести Note 13 Pro можно в белой, черной, синей и фиолетовой расцветке. Дизайн устройства похож на дизайн Note 13 Pro Plus, обзор на который уже, разумеется, был на канале, как и на Note 13. Лично мне нравится, как выглядит смартфон в фиолетовой расцветке. Рамка выполнена из матового пластика, тыльная часть стекло. Сборка хорошая, как и качество материалов. Плюс смартфон имеет водонепроницаемость стандарта IP54, легкий дождик он не боится. Грани прямые, смартфон в руке лежит комфортно, одной рукой пользоваться смартфоном можно и довольно комфортно. На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, микрофоны и разъем USB Type-C OTG версии 2.0. MHL подключение смартфон не поддерживает, напрямую кабелем к ТВ вы не сможете его подключить. И хочу отметить, кстати, по поводу управления одной рукой, женским рукам и подросткам одной рукой будет пользоваться этим смартфоном неудобно. По звуку установлены стереодинамики с неплохим качеством для средняка, но к сожалению, здесь такая полуторка. Не сильно явная, но полуторка. Bluetooth кодеков на борту, как всегда, достаточно. Установлен Bluetooth чип версии 5.3. И это круто. ИК-порт в наличии, мини-джек тоже в наличии, за что отдельно огромный плюс. Вибромотор не сильно топорный, но ближе к дешевым. Приятный, ко всему настраиваемый. Смартфон оснащен OLED-дисплеем на 6,67 дюйма с разрешением 1,5К, 2712 на 1220 пикселей. Экран плоский, покрыт стеклом Corning Gorilla Glass Victus. Рамки не громадные, я бы даже сказал маленькие. Вырез под фронталку не каплевидный, но маленьким его не назовешь. Подбородок средних размеров, и в использовании он практически не мешается. Плотность пикселей 446 ppi, что хорошо, яркость до 1200 нит, а пиковая яркость 1800 нит. Максимальная яркость без включенной функции автояркости экрана выдает 850 люксов, это очень даже хорошо. Яркости в солнечный день хватает, и запас яркости отличный. Автоматическая регулировка яркости работает хорошо. Частота обновления экрана максимум 120 Гц. Тест на дискретизацию касаний выдал средний результат. Мультитач на борту, на 10 касаний откликается одновременно без проблем, в отличие от айфонов. Always on display в наличии, но только 10-секундные, как в моделях Redmi Note 13 Pro Plus. Это они таким образом флагманы отделяют от средняков. Xiaomi, подлецы. Шим на 100% яркости 5%, на 45% 4%, на нуле 10-12%. Результаты измерения шима хорошие, как для OLED-экрана. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного под экран, распознаванием лиц и стандартными способами разблокировки. Сканер отпечатков пальцев работает корректно, но промахи изредка проскакивают. Можно завести до 5 отпечатков пальцев, но при этом можно завести один и тот же отпечаток несколько раз. Распознавание лица срабатывает намного быстрее, хорошо даже под углом, в отличие от отпечатка. Хотя оно менее безопасно. Биометрические данные можно завести до 2 лиц. Летим дальше. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра и 8 ядрами. Максимальная частота у него 2,4 ГГц.
используется графический процессор Adreno 710, интерфейс MIUI 14 на базе Android 13 версии. У меня китайская версия смартфона, русского языка на борту нет, но, разумеется, можно установить программы, и все у вас будет на русском. Система работает быстро, микрофризы встречаются крайне редко. Оперативная память LPDDR5 на выбор 8, 12 и 16 гигабайт, внутренняя память UFS 3.1 на выбор 128, 256 и 512 гигабайт. Имеется поддержка Wi-Fi 6 серии, поддержка 5G, 4G сетей и ниже. Для 4G бенды 7 и 20 отсутствуют. В больших городах это особо роли не играет, но для тех, кто все время в дороге, я бы не советовал данный смартфон. Датчик приближения подглючивал. Если в 13 Pro и в 13 у меня датчик приближения не глючил, здесь глючил. Поддержки eSIM нет. Запись разговоров в стоке есть и без уведомления о начале записи. Смартфон также оснащен модулем NFC, а GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров. Но 3 метра сложно, обычно 4. Емкость аккумулятора 5100 мАч, в PC-марке устройство выдало скромно 7 часов 23 минуты, но неплохо. Work Performance 12 тысяч, заряжается он от 0 до сотки от родного адаптера питания на 67 Вт в среднем за 50 минут, беспроводной зарядки нет. За 1 час просмотра видео на YouTube при максимальной яркости по Wi-Fi уходит в среднем 4% заряда, иногда 6%. Матрица, в общем. За час игры в играх с одновременным стримингом на Твиче уходит 27% заряда. В играх яркость сильно он не сбрасывает, что не скажешь про FPS. Но, во всяком случае, он лучше справляется, чем Pixel 8 и 8 Pro. Перейдем к тестам. Тротлинг-тест проходит не лучшим образом. 245 гипсов максимум, 198 гипсов в среднем и 173 гипса минимально. Сколько он выбивает в Geekbench, Antutu и остальных тестах, вы сами видите на экране. Все в целом он проходит очень даже неплохо, притом в Antutu у него достаточно приличный запас. Единственное, 3D-марку он отказался у меня проходить, притом у некоторых тестировщиков он его проходил. Основной блок камер с тыльной части состоит из LED-вспышки, основной сенсор Samsung ISOCELL HP3 на 200 мегапикселей с апертурой 1.7 и двойной оптической цифровой стабилизации. Сверхширик Sony IMX355 на 8 мегапикселей с апертурой 2.2 и углом обзора в 120 градусов, плюс есть макросенсор на 2 мегапикселя с апертурой 2.4. Запись видео доступна с основного сенсора в максимальном разрешении 4К 30 FPS, зум только цифровой. Фронтальный сенсор на 16 мегапикселей находится по центру верхней части экрана, максимальное разрешение для съемки видео у него 1080p 60 FPS, фотографии получаются достойными, если сравнивать с Redmi Note 13 Pro Plus, так как у этой модели такие же сенсоры, но разница ощущается только в цветопередаче. Короткие примеры вы сейчас увидите. Тоже максимальное разрешение для съемки видео 4К 30 FPS, и вот так вы сможете себя снимать в лифте. Насколько неплохо, кстати, неплохо. Прям вообще по мне очень даже неплохо. Я не знаю, как микрофоны в чехле работают, но вот то, что я вижу, нет, шумов много, но все равно я ожидал худшего. И традиционно 1080p уже 60 FPS на фронталку, и это good, что 60 FPS. 4К 30 FPS, основной модуль, день, рассеянный свет. И вот так вы сможете себя снимать в отражение зеркал. И потом дополнительно байк нужно будет с этой стороны тоже продерли, затем вот отсюда грузится. Заодно оценили, как это делать 430 FPS может снимать. Сейчас понадобится. 3К 30 FPS на ультраширик не переходит, что неудивительно. И вот так вы сможете снимать с одной руки. Если стараться плавно, то все равно будет дерганая картинка. Нужно 60 FPS, а не 30, запоминаем. 1080p 60 FPS на ультраширик тоже нельзя перейти. 1080p 60 FPS по плавности небо и земля, конечно. Конечно, небо и земля. Лучше на него снимать, чем в 4К 30 FPS. Ну что же, 1080p 60 FPS. Съемка с одной руки. Мы уже также на Pixel 8 Pro делали. И оценивайте с упором, насколько хорошо он будет снимать ваши игры. Победы, поражения. Оу, И вот так довольно неплохо вы можете снимать. И, как говорится, вот так.
1080p 60 FPS, съемка с одной руки. И вот так можете снимать различные объекты. Жаль, нельзя, как на Samsung, переводить на фронталку. И нельзя уходить на ультраширик. Но вообще в целом съемка хороша. Далеко ушли уже телефоны, что за $200, за $300 ты уже получаешь очень даже достойный аппарат. 1080p 60 FPS за стеклом, как говорится, очень достойно, вот очень достойно. И по цветам, как он передает, тоже очень достойно. И через стекло, да, составом не все волшебно, но неплохо. Да, иногда фудблогинг бывает и такой. Наггетсы. Все в панировке. Освещение не очень, но 1080p выглядит все более чем достойно. Ну что, довольно стандартный 4К 30 FPS, стандартное место. Сравнивать можете с большим количеством различных смартфонов, которые у меня уже были. И да, ночь — это основное время, когда можно увидеть разницу между флагманами и среднебюджетными устройствами. Но это, кстати, неплохо снимает ночью. Объективно. 4К 30 FPS, да, плавности не особо много. Шумов много. Но кто у нас лучше на основной модуль снимал? Со стабилизацией беда, правда. И ночь для ультраширика максимум 1080p 30 FPS. Лучше вообще не двигаться. Если вести плавно, то будет примерно вот такая картина. Лучше не экспериментировать, скажем прямо. И фронталка, ночь 1080p 60 FPS. Мне в лицо бьет свет. Если встать наоборот, чтобы он вам бил в сенсор, то результат будет у всех одинаковый и ожидаемый. 1080p 30 FPS. Роллинг шаттер отсутствует. Да, не отсутствует он. По-моему, есть роллинг шаттер. Есть. У меня есть ощущение, что он есть. Напишите, вы его видите тоже? Хотя ночью ничего так снимает. Ничего. Как улучшалка работает, поэтому кажется ничего так выгляжу. Потому что снимает плохо. Еще немного ночной съемки. По-моему, есть роллинг шаттер. Буду перепроверять. 1080p, ультраширик. До X2 максимум можно делать. 4К 30 FPS. Стандартно. Вдруг вы овощи продаете или у вас кафешка. Вот так вы сможете себе ролики запиливать. Нарезками, разумеется. Ну что же, 4К 30 FPS, попытка поснимать движение. Надеюсь, что она закончится, как и все остальные мои попытки, позитивно. То есть без происшествий. Вот так примерно вы сможете снимать на Xiaomi 13 с одной руки. При желании, если вы будете катать на байке. Разумеется, так лучше не делать. Разумеется, с микрофонами будет беда, мне там будут написывать, что ты недостаточно хорошо держишь, смарт, движение. Ну, покатайтесь с одной рукой ночью по улицам, по неровной дороге и расскажите мне, как нужно держать смарт. Почему это все? К тому, что снимает неплохо, шумов много, но это ночь. Ну что же, тот же самый процесс, 1080p 60 FPS, съемка с одной руки, и вот так вы сможете снимать покомфортнее во время движения, если вы так будете на чем-то ехать. Не обязательно байк, возможно, вы там будете открывать окно, либо фуникулер открытый, либо еще море всяких вещей, которые могут происходить с вами. Многие говорят, что GoPro снимают только по стабилизации лучше, по мне иногда и картинка, если скрепляешь на длиннее, но на последних GoPro ничего, потому что они у меня есть. Ну, а как говорится, все относительно. 1080p 60 FPS, съемка с двух рук, еще фудблогинг, работает кондиционер и свет солнечный, рассеянный, через окно бьет. Снимаю пиццу. Всем приятного аппетита. 1080p 60 FPS, вот что происходит с пиццей для фудблогинга, если она попадает к 10-летнему ребенку на 5 минут. Уже все, 2 куска нет. Вот так вы сможете снимать еду. В 4К 30 FPS она будет выглядеть вот так, но мне очень не нравится, какая рваная картинка при 30 FPS на Xiaomi. Может быть, на компьютере уже вы увидите нормальную, но когда я снимаю, все плохо.
и немного футблогинга на ультраширик. И ножки по-корейски. Если кого-то бесит, можете написать в комментариях, я не буду включать в ролик пищу, но мне кажется, что это популярная тема, во всяком случае, те, кто снимают шорты или что-то подобное, или посылают, что они едят, родственникам или знакомым. 4К 30 FPS, без включенного автофокус, точнее без акцентированного фокуса. Вот сейчас фокус нажал, чтобы был на фигурке, и смарт справляется, смотрите, фокус не прыгает. Если перевести, то нет, фокус зафиксирован. Не работает это так, к сожалению. Ультраширик 1080p 60 fps, и, разумеется, он у нас без автофокуса, но выглядит тоже неплохо. X2 4К 30 fps, ну понятно, что это просто кроп цифровой. И давайте по максимуму, что у нас тут X6, абсолютно бесполезная, X1. Основной модуль. Фронталка днем, вот позади меня, как вы понимаете, какие-то объекты, но, разумеется, вы их не увидите, потому что еще и солнце позади бьет, но я вам скажу, что и iPhone плюс-минус также снимет. 30 FPS, легкий дождик, и вот так против солнца вы сможете снимать. Ультраширик 1080p 30 FPS, против солнца, солнце по левому борту, и вот так. X2 с ультраширика. Разумеется, автофокуса на нем нету. Хотя хотелось бы, да? Теперь в 1080p 30 fps на фронталку. И первое впечатление где-то через неделю использования. Я вам скажу, что смартфон, во-первых, оставляет исключительно положительные впечатления. В первую очередь, наверное, потому что я прямые грани люблю. Во-вторых, у меня не было проблем со сборкой, хотя я уже видел в интернете, что кому-то реально приходили смартфоны с отклеенной задней крышкой, мне скрины скидывали. Хотя это касалось 13-й версии, но все равно. И следующий момент, я постепенно начинаю понимать, как все-таки далеко ушли смартфоны даже за тот период, что я их тестирую. 5 лет я в блогинге, 3 года я смартфоны обозреваю, там 4. Из них прям плотно последние 2 года. Все движется вперед очень сильно. Смотрите, это касается экранов, яркости экранов, это касается камер, насколько хорошо они снимают, это касается мощности. У нас уже на смартфонах, вспоминаем яблоки, десктопные игры. То есть Resident Evil уже на яблоке. Все уже новый мир. Уже в объеме они будут снимать, я думаю, через года 3-4. И будут скоро объемные картинки, все равно они дойдут до этого рано или поздно. Так что нечего ругаться, что нет движения. Смарты уже заряжаются за 10-15 минут. Все круто. Все очень круто. Просто все это очень медленно для молодых людей. А для древних, как я, по мне вообще все просто очень быстро. Еще есть куда стремиться. Минусы: это старенький USB Type-C разъем, урезанный Always On Display. Это прям сильно расстраивает. Не супер топовые вибро, полуторка у звука, все как у всех, и нет 7 и 20 бенда. Опять же в китайской версии. Рано или поздно это будет Global, и все будет хорошо. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, ему личный телеграм-канал. Курс доллара пошел вниз, и сейчас, допустим, для примера, кто выбирает смартфон, и Xiaomi 13T Pro продается по 45 тысяч рублей на Али с быстрой доставкой. Еще очень много веселого. Поэтому заходим, смотрим. Там по 14 тысяч продавали недавно iQOO Z8 из бюджеток. И это прям топчик. В общем, подписываемся. Всем, кто посмотрел ролик, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок взаимопомощи, мой личный телеграм-канал. Не буду я тянуть ничего ни за какие места. Смотрите, какие здесь минусы. Повторяюсь еще раз. На основной камере только 4К 30 FPS. На фронталке 1080p 60 fps. В принципе, это неплохо, но не прям мега-супер. Если говорить о мощности, 560 тысяч баллов в Antutu это и неплохо, но это и не вау. То есть не какие-нибудь там 800 тысяч, чтобы можно было сказать, что на 3 года вам мощности хватит за глаза и за уши. Если говорить про какие-то еще минусы, то, что это китайская версия, разумеется, если вам нужна будет русификация, вам придется устанавливать дополнительные программы. Сенсор разблокировки у меня работает не каждый раз. Если говорить про датчик приближения, то он периодически глючит. У меня не было этого в Redmi Note 13, хотя люди жаловались, не было в Redmi Note 13 Pro Plus, но в этом смартфоне данная проблема у меня лично присутствует. И сказать, что у меня есть к этому смартфону претензии, у него прямые грани, практически нет подбородка, да, довольно большая капля, но он
интересен. Для кого он? Для энтузиастов. Почему? Потому что послезавтра выйдет Poco. На этот смартфон будет цена сейчас ниже, потом она повысится для того, чтобы люди покупали Poco в глобалке. Ну, я уверен, что это будет какой-нибудь покафон очередной. Если говорить о каких-то его особенностях, повторяю, что бенды отсутствуют, 7 и 20, и вполне возможно для вас это будет критично, если вы выезжаете за город. Если нет, то на 2 года этого смартфона вам вполне хватит. Хотя, повторяюсь, лучше смотреть на какой-нибудь из топов до 20, до 30, до 40, до 50 тысяч рублей на моем канале. Уже там есть поинтереснее варианты. Не забудьте подписаться на телегу скидок. Сейчас все еще идет распродажа, и 24-го тоже будет сейл. Девайсу от меня однозначное да, но, повторяюсь, исключительно для тех, кто понимает, что покупает. Добра и удачи вам, дорогие друзья!